День добрый, здравствуйте. Давно я не выходил в эфир вот так, от первого лица. Немножко даже как-то соскучился по такому формату. Надеюсь, и вы тоже. И вот, наконец, появился повод, появилась тема, на которую я хотел бы поговорить. Но прежде чем перейти к этой теме, напомню в первую очередь для зрителей из Польши, что к большинству своих видеороликов я добавляю субтитры. Поэтому, если что-то непонятно, вы можете включить субтитры в интерфейсе YouTube в нижнем правом углу. Также буду очень благодарен, если отметите это видео лайком, чтобы помочь продвижению и развитию моего канала. Тема у меня сегодня будет довольно простая, более развлекательного характера. И поговорить я хочу о спорте, а точнее о спортивных массовых мероприятиях в Польше. За последние пару месяцев нам с семьей довелось побывать на двух спортивных событиях. Они вполне себе заурядные, ну и это даже лучше, потому что мнение будет максимально непредвзято. Первое – это матч регулярной волейбольной лиги Трефл Гданьск Алурон Варта Заверте. И вот буквально недавно мы также посетили футбольный матч Лехия Гданьск против Краковии из Кракова. На оба эти матча билеты нам достались бесплатно, и это, надо признаться, было одним из главных мотиваторов. В особенности это касается волейбола, который как вид спорта никому из нашей семьи особо не интересен. Но так уж получилось, что жителям города Гданьск один раз в год выделяют бесплатные билеты. Когда-то я делал ролик про такой проект или инициативу, как «Карта мешканца». И вот по этой карте один раз в год можно приобрести бесплатные билеты на волейбол, футбол, баскетбол и ряд других мест и мероприятий в пределах города. Ну и как видите, в очередной раз щедрая программа играет на руку города, потому что мы вот сходили, сейчас я вам все это расскажу, и глядишь, и вы захотите сходить. А теперь немножко расскажу про весь процесс и наш экспириенс в целом. Билеты приобретаются либо на сайтах клубов, либо у билетных операторов, либо в кассах. Это может быть как бумажный, так и электронный билет. Единственное, что требуется для прохода на стадион, это штрих-код. Вообще процесс прохода максимально простой. Security сканирует ваш билет, визуально либо минимальными ощупываниями проверяет на наличие запрещенных предметов и пропускает. Буквально пару секунд, и вы уже внутри. Если скапливается небольшая очередь на вход, то движется она максимально быстро. На самой арене, будь то закрытый мультиспортивный стадион или открытая футбольная арена, выглядит все максимально аккуратно, чисто и удобно. На волейболе, учитывая, что игровая площадка маленькая, есть несколько развлекательных зон для детей разных возрастов, палатка с мерчем, едой и так далее. Раздают подарки, устраивают мини-шоу перед игрой, в перерывах. В общем, все устроено так, чтобы было интересно всем. Я ходил на игру с сыном, и учитывая, что ему всего 3 года, тот факт, что пробыли мы там до самого конца, о многом говорит. Вот на футболе уже было более скучно, потому что кроме непосредственной игры, наблюдение за фан-сектором и изредка появляющимся маскотом, детям особо предложить было нечего. К тому же Гданьская Лехия в том матче не показала вообще никакой игры, проиграв Краковии со счетом 1-2 и закрепив свои позиции на самом дне турнирной таблицы. Единственной отдушиной для малышей стала, пожалуй, детская площадка около стадиона, хотя в послематчевом интервью они сказали, что все понравилось. Мне очень понравилось быть на футболе. Я бы хотела еще раз. Да? Стадион понравился большой? Ага. И мне понравилось. Еще один интересный момент был с покупкой колы на стадионе. Помимо оплаты непосредственно напитка, необходимо было взять возвратный стакан ценой 10 злотых, который, понятное дело, многие не возвращают и забирают как сувенир. Такой вот хитрый ход от отдела продаж сувенирной продукции. Про посещаемость. И на волейболе, и на футболе людей было достаточно много. Например, на футбольном матче было около 8000 зрителей. Да, стадион был заполнен лишь на четверть, но принимая во внимание текущее положение местных команд, посещаемость вполне себе неплохая, я бы сказал. Причем порадовала активность и численность фан-сектора. Жалко, не было флагов. Полагаю, что перформансы тут готовят к более принципиальным матчам. Вот такой получился экспириенс. Нам все понравилось. В планах есть еще сходить на баскетбольный матч. И думаю, там будет не хуже. А на этом моменте я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно. До скорых встреч. Пока.